Этот рецепт курицы такой быстрый, простой и вкусный, что мой муж просит меня готовить его каждую неделю, но вы вполне можете готовить это блюдо каждый день. Все, что нам понадобится, это 6 или 7 куриных ножек. Делаем на курице вот такие вот надрезы. И теперь готовим маринад для курицы. Кладем в миску 2 столовых ложки томатного соуса или кетчупа. Добавляем немного оливкового масла. Можете заменить любым маслом, которое у вас имеется. И добавляем чайную ложечку соли, черный молотый перец. Также немного паприки, и я добавляю сушеное орегано. Эти специи вы можете заменить какой-то универсальной приправой для курицы. В любом случае, друзья, получится очень вкусно. А кто-то любит даже бульонный кубик добавлять. Здесь уже по вашему желанию, ваша фантазия. Также я выжимаю вот таким вот интересным способом. При помощи венчика, оказывается, можно легко и просто выжать половинку лимона в наш маринад. И разбавляем все водой до нужной консистенции. Буквально пол чашки или чашка воды. Смотрите, ориентируйтесь в процессе. Все хорошо перемешиваем, и вот такой маринад для курицы у нас получился. Теперь куриные ножки отправляем прямо в маринад. Хорошенько все перемешиваем, чтобы курица со всех сторон равномерно была покрыта маринадом и пропиталась всей этой вкуснотой. Для этого мы оставим курицу в маринаде буквально минут на 20-30, пока мы с вами будем подготавливать остальные ингредиенты. Курочка хорошо и прекрасно промаринуется. Вот так, все готово, друзья. Отставляем курочку в сторону, пусть она немножечко отдохнет. А мы с вами нарезаем картофель. 3 или 4 средних картофелины нарезаем вот такими вот небольшими кубиками. Можете нарезать ломтиками по вашему желанию. Чем тоньше ломтики картошки, тем быстрее она приготовится. Нарезали картошку и отправляем в сковородку. Сковородку я ничем не смазываю. Теперь берем одну морковку и нарезаем ее крупными ломтиками. Можете нарезать кубиками, тоже по вашему желанию. Как вам более красиво будет смотреться. Морковку также кладу в сковородку, выкладываю ее сверху на картофель. И одну красную луковицу нарезаю полукольцами. Можете взять обычный белый лук, репчатый, то, что найдется у вас на кухне. Выкладываю сверху лук на картошечку. Хорошенько приправляю солью, такая хорошая щепотка соли, чтобы картошка хорошо просолилась, чтобы овощи были вкусными. И немножечко черного свежемолотого перца для вкуса и аромата. Теперь берем наши куриные голени и выкладываем сверху на картошку. Вот таким вот образом. Смотрится просто потрясающе. Такое простое домашнее блюдо, друзья, которое очень легко и просто приготовить, но выглядит оно как настоящее праздничное, так что и для себя приятно приготовить, и на стол для гостей можно подать, потому что получается оно еще и очень вкусным. Сверху я все заливаю нашим маринадом. Так, готово. И накрываем все фольгой или крышкой. Хорошенько запечатываем. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. Картошка с курицей будет запекаться где-то 50 минут или до мягкости картофеля. Всегда ориентируйтесь по мягкости картофеля. Пока готовится наше блюдо в духовке, вкусное и полезное, мы с вами нарежем небольшой пучок петрушки, можно укропа. Меленько порубим. Петрушка для подачи. Она придаст свежести, вкуса.
Так, ну что, друзья, заглянем в духовку, посмотрите, какая это вкуснятина. Уже курочка мягкая, нежная, буквально тает во рту. Картошечка тоже невероятно вкусная. Вернем в духовку еще минут на 15, чтобы курица немножечко подрумянилась. Все готово, друзья, достаем и подаем на стол. Выглядит потрясающе, пахнет великолепно, друзья. Обязательно готовьте, это очень-очень вкусно, нежно. Сейчас мы с вами все попробуем. Уже не терпится скорее отрезать кусочек и посмотреть, какая получилась у нас курочка. Кстати, это блюдо вы можете приготовить также на плите, не используя духовку, просто все потушите на небольшом огне до готовности. Только посмотрите, какая нежная, сочная курочка. Сок просто течет из нее. Такая нежная получилась. Я сама в полном восторге. И готовится, как вы сами видите, очень быстро, просто, я бы сказала, элементарно. Приятного аппетита, друзья! Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и скоро увидимся. И напишите, пожалуйста, из какой страны вы меня смотрите. Я рада познакомиться поближе с каждым из вас.